Здравствуйте, приветствую всех на моем канале. В этом видео перед вами форсуночка Delphi дизельная. Многие из вас ее уже узнали. И скорее всего, если вы смотрите это видео, то у вас возникли какие-либо проблемы с данной форсункой. Или вы просто интересуетесь дизельной тематикой. И не менее известная запчасть к ней. В 90% случаев весь ремонт данной форсунки заключается в замене вот этого клапана мультипликатора так называемого. По причине износа клапана форсунка начинает лить в обратку. Слишком много, со всеми вытекающими отсюда проблемами. В этом видео я хочу осветить вопрос, точнее проблему, когда вот вы разобрали форсуночку, вроде бы все тщательно перемыли, установили новый клапанок, вроде бы правильно собрали, установили на двигатель форсунку, а она не работает, двигатель троит. Я столкнулся с этой проблемой довольно плотно. Я потратил кучу времени и сил, в конце концов, только благодаря общению с продвинутыми в этом деле людьми, я понял, в чем дело. Впоследствии я нашел информацию и понял суть вопроса. Информация на просторах интернета довольно скудная, в принципе, мало что можно найти по этой форсуночке толковая. Да, оно и не мудрено, информация тщательно скрывается. Дизелисты не сильно хотят делиться этой информацией, потому как это их хлеб. Всех энтузиастов типа меня они будут называть и называют, в общем, дурачками, крутят у виска, всякими там словами обзывают и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вам решать, относить меня к категории адекватных людей или неадекватных. Я только хочу объяснить аргументированно суть вопроса, если вы взялись ремонтировать форсуночку самостоятельно. Скорее всего, если вы ремонтируете форсунку самостоятельно, то с деньгами туго и хочется все-таки сэкономить. Так вот, почему после замены клапана форсуночка не работает? Присмотритесь на клапанок. Вот я его вращаю в корпусе. Присмотритесь на цвет металла корпуса и на цвет металла самого клапанка. Он немножко желтее. Насколько передаст камера, не знаю, на глаз это лучше видно. В общем, сам клапанок немножко желтее. Это не что иное, как налет. Такой же налет присутствует на ответной части. Магнит, так называемый, или соленоид, или как его еще называют. В общем, на вот этой вот поверхности присутствует желтизна, налет. Теперь посмотрите на изображение. Что там написано? Ход толкателя клапана 28 тысячных миллиметров. Что это значит? Это значит то, что налет играет большущее значение в том, ходит, ну то есть в длине хода нашего клапана. Старый клапан ходит с учетом налета по одной простой причине, потому что он приработан, то есть подизношен, подклепан, наверное, скорее всего, как-то так. Можно это дело объяснить, грубо говоря, мягко выражаясь. Когда устанавливаем новый клапанок, он оказывается немножко большего размера, чем старый. Эту разницу можно увидеть, только замерив их микрометром. Вот. Вот этот налет зачастую химическим способом довольно проблематично удалить. Я проливал сюда немало карбклинера, не вдаваясь в суть вопроса, а желтизна так и оставалась, несмотря на, вот я думал, я тщательно промыл, а на самом-то деле налет оставался. Для того, чтобы убрать налет химическим способом, форсуночку нужно замочить в растворителе на некоторое время. Но и это не всегда помогает. Лучше, конечно, использовать ультразвуковую ванну. Это самый лучший метод. Но за неимением ее я вот пользовался механическим способом удаления налета. Я взял полировочную пасту Гои, бормашинку, войлочный круг, вот, и немножко типа полирнул вот эту вот поверхность, вот эту круглую поверхность.
Без фанатизма, только немножко, чтобы удалить вот эту желтизну. Ну, естественно, площадка заблестела, вот эта, которая прижимается клапан, здоровым металлическим блеском. После чего тщательнейшим образом я промыл вот это все дело, используя зубную щетку, там, карклинером хорошенько так струйкой промыл, продул. Потом посмотрел на все это дело через увеличительное стекло. Сразу вам говорю, промывать нужно как можно тщательнее, чтобы не оставались никакие инородные частицы. Даже частицы полировочной пасты могут наделать вам делов. Любая царинка, песчинка может заклинить форсунку. И если форсунка у вас заклинит в открытом положении, то в принципе все давление, создаваемое топливным насосом высокого давления, пойдет через вашу форсунку в один цилиндр. Это приведет к выходу вашего двигателя из строя. Поэтому относитесь к делу чистоты максимально ответственно. Замечу, все проводимые вами действия вы делаете на свой страх и риск. Если вы взялись ремонтировать данную форсуночку, то вы уже на свой страх и риск, то есть рискуете ради экономии, скажем так. И данные указанные мной действия также вы производите на свой страх и риск. Я не несу ответственности за какие-либо материальные и моральные ущербы, которые вы понесете вследствие просмотра данного видео и применения моих советов и наблюдений на практике. Одно скажу, что это все рабочее. Отдельная тема это то, что информация по данным форсуночкам довольно скудная. В интернете мало что толкового можно выудить. В принципе, дизельное сообщество довольно закрытое, это и не мудрено. Все это дело стоит бешеных денег, и с нас товарищи берут хорошие деньги, хотят неплохо жить, в принципе. Ну, что сделаешь, так устроен мир. Я уже, честно говоря, разочаровался немного в дизелях и в этой всей теме. Приходится вот это все изучать, выяснять и так далее и тому подобное. Кому мое видео помогло, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк. Также поставьте колокольчик, и вы будете в курсе следующих моих видео, в которых я также буду освещать тему данной форсуночки. Также подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного, много информации в данной тематике. Насколько это возможно, я буду освещать, потому что информация на самом деле довольно скудная, и пробел нужно чем-либо восполнить. Всем спасибо за внимание. Предвкушаю, что появится после данного видео у меня большое число хейтеров, так называемых, то есть людей, которые реально будут меня ненавидеть, будут писать, что всякие нелестные комментарии. Сразу скажу, что все матерные выражения и тому подобное, хамские выражения будут тотчас удалены и забанены те люди, которые пишут мне всякие комментарии под моим видео. Я ориентирую данное видео на людей, которые хотят сэкономить свои деньги, хотят, чтобы их форсунки заработали. Еще раз скажу, что 99, наверное, процентов представленных на рынке клапанков китайского происхождения. Если вас уверяют в том, что клапанок оригинальный, европейский и так далее и тому подобное, наверное, верить не стоит. Я лично не встречал оригиналов, может они и есть, но, наверное, только у официалов. Вот. Многие продавцы в конечном итоге мне признавали, что клапанки у них на самом-то деле китайского происхождения. Работают они в принципе хорошо, работают нормально. Дело в другом. Дело в том, что мы на самом-то деле не знаем, как их правильно установить, какие здесь есть моменты. Один только может быть
дефект по данным клапанкам, когда собираете и форсунка с новым клапаном льет в обратку. Вот это действительно дефектный клапан, который подлежит замене. То есть по такому клапану нужно бить тревогу, возвращать данный клапанок продавцу и так далее и тому подобное. Ниже под видео в описании, а также в комментариях я оставлю вам ссылку на клапана прямиком из Китая с Алиэкспресса, которые вы можете заказать и не переплачивать местным продавцам неплохую сумму денег. То есть сэкономить неплохую сумму денег. Единственное, придется подождать с учетом доставки. Вот. А так экономия будет существенная. Всем спасибо за внимание. Еще раз, кому это видео помогло, пожалуйста, поставьте лайк. Лайк — это палец вверх, находится ниже под видео. Не поленитесь, поставьте, с вас не убудет. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, там есть, будет много еще интересного. Кто может, пожалуйста, поддержите мой канал денежкой. Я выложу свои реквизиты, там WebMoney, там какие еще валюты. Кто чем может, пожалуйста, для развития канала, для улучшения видео. Я хочу приобрести себе уже нормальную камеру, вот, снимать уже более-менее стоящие ролики, не на телефон же снимать. Я сам нахожусь в трудном финансовом положении. Сейчас вот борюсь со своей машиной, с данными форсуночками, поэтому кто чем может, буду признателен. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.